Эй, вы когда-нибудь задумывались, почему мультсериал «Симпсоны» так часто оказывается в центре внимания, когда дело касается предсказаний будущего? Сегодня вы узнаете о событиях, которые не только заставят вас переосмыслить реальность, но и слегка поразмышлять над мистическими способностями создателей этого культового шоу. Мы разберем детали и выясним, что из того, что они показывали, действительно случилось, и что может нас ожидать в 2025 году. Эти истории точно пробудят ваше воображение и заставят мурашки побежать по коже. Экологический бойкот. В эпизоде «Путь к славе» Лиза Симпсон оказывается в шаге от триумфа со своим экологически чистым транспортным средством, но затмение от дирижабля DAF лишает ее машину мощности и победы. Эта сцена может символизировать более глубокую проблему – противодействие могущественных корпораций зеленым инициативам. Хотя этот эпизод может быть лишь фантазией авторов мультсериала, он заставляет задуматься о реальных проблемах, связанных с развитием возобновляемой энергетики. В нашем мире также существуют могущественные корпорации, которые могут препятствовать внедрению экологически чистых технологий. Они могут делать это различными способами – лоббировать свои интересы, финансировать исследования, направленные на дискредитацию зеленых инициатив или даже напрямую противодействовать им. Возникает вопрос, сможет ли инновационное транспортное средство, способное революционизировать отрасль, преодолеть сопротивление корпоративных гигантов, стремящихся сохранить свое доминирование, узнаем в 2025 году. Развал общества. Один из моментов вызвал бурные обсуждения среди поклонников сериала. В одном из эпизодов на мгновение появляется сцена, где Барт Симпсон пишет на стене «Мне нравится распад общества». Это высказывание может быть интерпретировано по-разному. С одной стороны, оно может отражать бунтарский дух персонажа и его склонность к антиобщественному поведению. С другой стороны, оно может символизировать более глубокие социальные процессы, такие как кризис идентичности, утрата традиционных ценностей и рост индивидуализма. Создатель сериала Мэтт Грейнинг известен своими анархистскими взглядами. Возможно, он предвидел некоторые глобальные кризисы или катастрофы, способные разрушить социальный порядок. Однако это только одна из возможных интерпретаций этого высказывания. Не исключено, что оно было добавлено в эпизод как шутка или как способ выразить недовольство персонажа существующим положением вещей. Время покажет. Музыка как способ манипуляции сознанием. История, рассказанная в эпизоде «Новые ребята в Блэкче» 2001 года мультсериала «Симпсоны», вызывает тревогу у зрителей даже спустя годы после выхода в эфир. В этой серии Барт, Милхаус, Нельсон и Ральф объединяются в музыкальную группу The Party Posse, которая становится прикрытием для секретной операции военно-морского флота США. Их главный хит «Drop the Bomb» «Сбрось эту бомбу» содержит скрытое сообщение «Join the Navy» «Присоединяйтесь к военно-морскому флоту», закодированное в обратном порядке слов. Хотя изначально это задумывалось как комедийная ситуация, она поднимает серьезные вопросы. Современные тенденции в музыкальной индустрии, включая использование необычных звуковых частот и автонастройку, заставляют задуматься о возможностях воздействия музыки на подсознание слушателей. Учитывая огромное влияние музыки на нашу жизнь, возникает вопрос: возможно ли, что в будущем мейнстрим сможет незаметно управлять нашими мыслями и поведением? Этот вопрос остается открытым и требует дальнейшего обсуждения. Возможно, в будущем мы получим на него ответ. Экологический кризис. В анимационной ленте «Симпсоны в кино» 2007 года зритель наблюдает целую серию странных происшествий, многие из которых можно считать пророчествами. Особенно выделяется ключевой сюжетный поворот картины, связанный с глобальной экологической катастрофой, которая, несмотря на гипертрофированные художественные краски, отображает вполне вероятные сценарии будущего. В центре сюжета Гомер Симпсон, который усугубляет и без того критичное положение загрязненного озера Спрингфилд, сливая в него отходы своего свиного питомника. Это действие запускает цепочку событий, приводящих к масштабному экологическому кризису, в результате которого весь город оказывается заблокирован под гигантским куполом. Хотя сам сценарий с куполом выглядит нереальным, сама суть катастрофы звучит как тревожный сигнал для нашего времени. Сегодня, когда многие осознали реальность климатических изменений и их опасные последствия,
последствия, вызванные деятельностью человека, становится очевидно, насколько актуальна поднятая в фильме тема. Корпоративная безответственность и пренебрежение к природе продолжают наносить ущерб нашей планете, создавая угрозу для жизни людей и экосистем. Транспортная эволюция. В 2005 году профессор Фрэнк показал общественности удивительный автомобиль, открывающий двери в будущее для Барта и Лизы. 6 лет спустя, в 2013 году, Мардж решает уйти от Гомера из-за его расточительности. Сначала он потратил семейные накопления на подводное жилище, а потом на футуристический летательный аппарат. Гомер оправдывается. Люди порой просто отдаляются друг от друга. Вот и все. Однако Барт возражает. «Нет, папа, мама ушла, потому что ты потерял все наши деньги на тот подводный дом. Этот автомобиль, пусть и несовершенный, способен переместить их через квантовый туннель». В эпизоде 1992 года «Зудящая и колючая земля» финал предсказывает события через 40 лет. Мы видим повзрослевших Гомера и Барта, идущих в кино, и вдруг на их пути появляется машина, похожая на ту, что была в «Звездном пути». Летающие автомобили кажутся обычным делом. Учитывая, что разработки ховеркаров ведутся давно, вероятно, такая концепция скоро станет реальностью. Тем временем компания Samsung Sky готовится выпустить свои первые летающие машины на рынок. Возможно, уже в 2025 году мы сможем объезжать пробки в городах с помощью этих инновационных транспортных средств. Завоевание Марса. Многие энтузиасты космических исследований мечтают отправиться на Марс и участвовать в создании там обитаемой колонии. Хотя реальный переезд на Красную планету пока не состоялся, в одном из эпизодов «Симпсонов» показан фантастический сценарий, где Лиза и Мардж отправляются на Марс для основания поселения. Когда Мардж узнает о намерении Лизы присоединиться к марсианской миссии, она испытывает разочарование. В конце концов, вся семья Симпсонов решает включиться в проект, надеясь удержать Лизу рядом. Цель миссии – колонизировать Марс к 2026 году, но, несмотря на задержку старта, по сюжету сериала Лиза и Мардж добираются до Красной планеты к 2051 году. Однако Лиза заявляет о своем желании переехать с Марса на Венеру. «Это моя жизнь», — говорит Лиза. «Если я захочу переселиться с Марса на Венеру, никто меня не остановит». Вероятно, Илон Маск согласился бы с тем, что такие межпланетные планы могут воплотиться в реальность в ближайшем будущем. Насколько известно, его корпорация участвует в проекте по созданию межзвездных кораблей. Зависимость от гаджетов. Эпизод «Друзья и семья» из анимационного сериала «Симпсоны» поднимает тему опасности чрезмерного увлечения виртуальной реальностью, предвосхищая возможные проблемы 2030 года. В этом эпизоде главные герои, Гомер и Мардж, испытывают VR-технологию, имитирующую вкус пищи. Гомер, будучи скептиком, отмечает, что виртуальная еда оставляет желать лучшего, хотя предполагалось, что такие технологии помогут сократить потребление вредной пищи. Реальные компании, такие как Aerobanquets RMX и Royal Caribbean, начинают применять их для повышения качества обслуживания клиентов. Однако сериал также акцентирует внимание на негативных аспектах: несчастные случаи, вызванные пешеходами, отвлекающимися на VR-шлемы, и утрата настоящих человеческих контактов из-за поглощенности виртуальными мирами. Зависимость от гаджетов уже стала огромной проблемой, не так ли? Эпоха голограмм. В очередном футуристическом эпизоде «Барт будущего» ленивый Барт Симпсон получает неожиданное приглашение для своего музыкального коллектива сыграть в клубе. Приглашение приходит в виде голографического сообщения, что добавляет элемент технологической новизны в привычный процесс коммуникации. В этом эпизоде Барт заглядывает в свое возможное будущее. И, хотя оно далеко от идеала, одна из любопытных деталей – это доставка почты. Почтальон привозит ему виртуальное письмо, созданное с использованием голограммы. Процесс общения заканчивается нестандартной фразой «понюхаю тебя позже», которая неожиданно заменяет обычное прощание. Барт, удивленный таким поворотом, замечает: удивительно, что вместо простого «до свидания» теперь говорят «услышу твой запах позже». Стоит отметить, что технологии голографической связи уже внедряются в повседневную жизнь. Время покажет, станут ли голограммы частью нашей обычной жизни. Роботы с искусственным интеллектом.
Массовое внедрение роботов с искусственным интеллектом, давно обсуждаемое специалистами, получило яркое воплощение в поп-культуре, в частности, в анимационном сериале «Симпсоны». В 2012 году создатели шоу предсказали, что роботы начнут вытеснять человеческий труд. И сегодня эта тенденция становится все более ощутимой. Одним из наиболее примечательных примеров является эпизод 1994 года под названием «Земли, щекотки и царапки», где семейство Симпсон отправляется в парк аттракционов, полностью управляемый роботами. В ходе сюжета машины выходят из строя, что демонстрирует как потенциал, так и возможные риски подобных проектов, напоминающих мир мира Дикого Запада. Юрген Шмидхубер, известный исследователь в области искусственного интеллекта, считает, что развитие сверхразума искусственного интеллекта способно спровоцировать радикальные технологические перемены и глубокие изменения в социальной структуре уже в ближайшие 30 лет. Женщина-президент США. В выпуске 2016 года герои шоу намекнули на возможность участия Иванки Трамп в президентских выборах, когда Гомер Симпсон надел значок с надписью «Иванка 2028». Позже, в 2017 году, в эпизоде, посвященном 100 дням президентства ее отца, Иванка заняла место Рут Бейдер Гинзбург в Верховном суде. Причем она была одета в мантию и серьги из своей коллекции, которые можно приобрести за $1000. Ожидания относительно того, что женщина займет кресло президента США, усиливаются, и к 2025 году эти надежды могли бы сбыться. Хотя Хиллари Клинтон не смогла достичь этой вершины, шансы на появление первой дамы в овальном кабинете неуклонно растут. В одной из серий, где зрители ненадолго оказались в будущем, Лиза Симпсон стала первой женщиной-президентом Америки. Согласно Симпсонам, женщина может все же появиться в должности президента. И если с Иванкой пока не все понятно, то предсказание о выборах Камалы Харрис уже не сбылось. Президентом США в ноябре 2024 года вновь был выбран Дональд Трамп. Серия «Барт в будущем», выпущенная в 2000 году, позволила Барту взглянуть на свое будущее, и зрители увидели, как Лиза справляется с финансовыми проблемами, оставшимися ей в наследство от администрации Трампа. Так что очень даже возможно, что Иванка вполне может занять кресло после своего отца. Симпсоны неоднократно удивляли нас своими загадочными предсказаниями. Теперь же давайте посмотрим, какие предсказания сбылись. Трагедия, связанная с подводной лодкой. За 2 года до печально известной катастрофы с подводной лодкой «Курск» 29 марта 1998 года на американском телевидении показали эпизод, в котором Гомер Симпсон вступает в ряды военно-морских резервистов и непреднамеренно направляется на подводной лодке в российские территориальные воды. Ситуация резко осложняется, когда команда ошибочно воспринимает рутинный маневр как подготовку к ракетному обстрелу, что приводит к напряженному противостоянию между США и Россией. Компания Fox стала частью Disney. Это одно из тех предсказаний, которые, хотя и не самые громкие, все же оказались правдой. В эпизоде 10-го сезона под названием «Когда ты увидишь звезду», вышедшем 8 ноября 2008 года, Симпсоны неожиданно предугадали покупку компанией Disney, студии 21 век Fox. В декабре 2017 года Disney действительно объявила о приобретении этой компании за внушительные $52 миллиарда. Это слияние объединило 2 крупнейшие медиакомпании, и Disney получила права на огромную коллекцию контента Fox, включая самих Симпсонов. Видеозвонки и смарт-часы. В эпизоде «Свадьба Лизы» 6-го сезона, вышедшего в эфир 19 марта 1995 года, создатели «Симпсонов» сделали интересное предсказание о видеозвонках и умных часах. В этом эпизоде, действие которого разворачивается в будущем, Лиза использует видеозвонок для общения со своей семьей. На тот момент подобная технология была редкостью, поэтому сцена выглядела очень футуристично. Более того, жених Лизы носит устройство, напоминающее часы, которое выполняет функции средства связи, что сильно напоминает современные смарт-часы. Сейчас, в нашем мире, с развитием смартфонов и приложений вроде Skype и FaceTime, видеозвонки стали повсеместной практикой.
практикой. Смарт-часы тоже получили широкое распространение и превратились в популярный аксессуар, который не только показывает время, но и следит за физической формой, уведомляет о сообщениях и даже позволяет совершать звонки. Вспышка вируса Эбола. В эпизоде «Дом ужасов 8» 9 сезона, вышедшем в эфир 26 октября 1997 года, создатели «Симпсонов» сделали тревожное предсказание о вспышке вируса Эбола. В одной из сцен Мардж держит в руках книгу под названием «Любопытный Джордж и вирус Эбола». На тот момент вирус Эбола не был широко известным, и отсылка к нему казалась почти незаметной. Однако, спустя годы, в 2014 году, мир столкнулся с крупной вспышкой Эболы, которая в основном затронула страны Западной Африки. Эта эпидемия вызвала массовые страхи из-за высокой смертности и отсутствия эффективных методов лечения. Хотя вспышка не соответствовала тому, что было показано в «Симпсонах», само упоминание вируса Эбола в эпизоде, снятом за много лет до реальных событий, производит сильное впечатление. Нападение тигра во время циркового представления. Это предсказание вряд ли что-то скажет российским подписчикам канала, а для американцев этот эпизод весьма примечателен. В серии «Спрингфилд» или «Как я научился не волноваться и полюбил легализованные азартные игры» 5-го сезона, вышедшего в эфир 16 декабря 1993 года, создатели «Симпсонов» предсказали трагедию с нападением тигра, связанного с известными дрессировщиками Зигфридом и Роем, чьи цирковые представления в Лас-Вегасе пользовались огромной популярностью в 90-х и до начала нулевых годов. В этом эпизоде Монтгомери Бёрнс открывает казино в Спрингфилде и приглашает немецкий дуэт укротителей по имени Гюнтер и Эрнст, явно вдохновленных Зигфридом и Роем, для выступлений. Во время представления белый тигр нападает на одного из артистов. Этот инцидент, описанный в сериале, поразительным образом напоминает реальное событие, произошедшее 3 октября 2003 года во время живого шоу в Лас-Вегасе, когда тигр напал на Роя Хорна. Кажется, авторы «Симпсонов» обладают особым даром предвидения, ведь многие из их прогнозов впоследствии сбывались. Не все из них носят позитивный характер. Что сбудется в 2025 и последующих годах, нам только предстоит узнать. Друзья, а я хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. А на сегодня это все. Всем пока!